Визит премьер-министра России, он, на мой взгляд, такое последовательное развитие. Был визит главы государства, вот теперь уже более рабочие моменты. Там во время этого визита действительно было много самых разных вещей. Ну, если говорить об энергетике, в торжественной обстановке подписали протокол о начале работы на площадке атомной станции малой мощности. Ну, помимо торжественных вещей, заканчивается строительство, в первую очередь, рабочего городка, подводятся дороги, то есть процесс пошел. Так что здесь, по-моему, в график вписываются, обещали летом начать, летом начали. Начинается, разумеется, с подготовительных работ, что если одновременно 6 блоков возводить, то количество рабочих, вероятнее всего, будет и традиционно для Росатома на месте смонтирован бетонный завод, чтобы не перевозить слишком далеко. Так что это событие можно считать состоявшимся. Будем следить, впишутся ли в графике. Первый блок должен появиться через 60 месяцев. Дальше попарно, каждые 2 года они должны возникать. На мой взгляд, событие знаковое для Росатома. Первый проект атомных станций малой мощности за рубежом для Узбекистана. Просто первый проект и сразу достаточно такой инновационный. Потому что тема атомных станций малой мощности, блоковых атомных электростанций, это такое самое модное, самое трендовое направление. В мире сейчас насчитывается более 50 проектов именно вот таких блочных станций. Малая мощность в атомной энергетике до 300 мегаватт. Крошечка такая, махонькая. Реально действующие атомные электростанции малой мощности, все почему-то говорят, что это только плавучая атомная теплоэлектростанция академик Ломоносов в Певеке, но это неправда. Первую построили еще, слава богу, в 70-х годах, Билибинская атомная электростанция, 4 блока по 12 мегаватт. Вот, что хотите, то и делать, но это и есть первая атомная электростанция малой мощности. Другое дело, что ее потихоньку выводят из эксплуатации, там уран-графитовые реакторы. Это считается закрытой ветвью развития атомной энергетики. На мой взгляд, на мой вкус, конечно, совершенно напрасно. Потому что очень практичный реактор, вот РБМК-1000, это вообще просто прекрасное, замечательное изделие. Они, во-первых, дешевле в строительстве, нет корпуса, строить можно быстрее. Они могут быть увеличены по мощности просто добавлением новых секций, тоже хорошо. И главное удобство, там нет необходимости останавливать реактор для того, чтобы поставить свежее топливо, обменять топливо. То есть вот он работает, и вообще не останавливаясь. То есть коэффициент использования установленной мощности уверенно стремится к 100%. Но даже без таких вот энергетических вещей, там есть еще целый ряд дополнительных направлений, которые у нас успешно вполне развиваются. Работает перегрузочная машина. То есть ей точно известно, какую тепловыделяющую сборку пора переставить с центра на периферию и так далее. И в таком же режиме ставят другие совсем сборки с кобальтом, для того, чтобы получать изотоп кобальта. Это ядерная медицина, это очень такое узкое направление, очень немного наработчиков радиоактивного кобальта. Это так называемый гамма-нож, позволяет сражаться с онкологией в головном мозге. Уникальный совершенно изотоп. Почти весь производится в России. И сейчас есть, наконец, надежда на то, что мы будем поставлять не только сам кобальт, но мы научимся, наконец, делать радиофармпрепараты, которые необходимы. Не такая простая работа. Вот на РБМК-1000 это можно делать. Напоминает это, ну, не знаю, большую русскую печку. Вот если вы поставите чайничек, у вас же в комнате холоднее не станет, а чайник вскипит. То есть позволяет нарабатывать изотопы. Если сейчас все РБМК будут выключены, нужно будет уже думать либо об исследовательском реакторе, либо об узкоспециализированном, а так вот одновременно и то, и другое. И совсем уж уникальная вещь, то, что на Ленинградской атомной электростанции, именно вот на 2 оставшихся там в работе РБМК-1000, нарабатывается еще и молибден радиоактивный, который после своего распада дает технеции. А технеции – это порядка, наверное, даже больше 80% диагностических процедур в ядерной медицине. То
то есть тоже крайне дефицитное изделие. Вот как мы без него будем обходиться, ну ладно, куда-то я в сторону ушел. Но это одно из событий, его все заметили, это совершенно нормально. Было два менее заметных, далеко не все СМИ об этом рассказали. Во-первых, Узбекистан согласился с тем, что системный оператор, бывшее наше центральное диспетчерское управление, будет работать в составе объединенной водно-энергетической системы Центральной Азии. Она была когда-то в Средней Азии, ну, немножко припозднились с ее строительством, только в 90-м году закончили. Проблема среднеазиатских республик – это не только энергия, но и вода. Есть две горные республики, откуда начинаются многие реки, которые идут вниз на территории равнинных республик. И в советские времена была сконструирована вот эта очень сложная конструкция. Гидроэлектростанции в Киргизии и в Таджикистане, газовые электростанции, угольные электростанции в Туркмении, Узбекистане и Казахстане, с тем, чтобы в течение зимы вода могла накапливаться в водохранилищах. Ее не сбрасывали, потому что весь необходимый объем электроэнергии получали за счет тепловых электростанций. В результате весной не только рассчитывались по киловатт-часам, но и обеспечивали все, что необходимо для орошения земель. Сельскохозяйственные работы проходили совершенно уверенно. В составе единой энергосистемы Советского Союза проработало меньше года. По причине исчезновения Советского Союза работать перестал. Больше того, был целый ряд противоречий, не могли выработать единую энергетическую политику, ценообразование, вот это вот все распалось, но в 2015 году было подписано соглашение, что будут восстанавливать. Не все так просто, годы прошли. Первые три республики, которые объединили энергосистемы, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, и вот в июне этого года присоединился Таджикистан. Теперь ждем новостей из Туркмении, хотя, может быть, Туркмения с ее объемами газа будет и самостоятельно. Ей самой думать, что руководство надумает, то и будет. Для чего нужен системный оператор России? Не секрет, что энергодефицитные все республики, поэтому там такое большое строительство идет, стараются догнать. У нас, для нас, для России сейчас крупнейший покупатель электроэнергии за рубежом – это Казахстан. На Дальнем Востоке у нас, слава богу, личной электроэнергии нет. Мы только сейчас вспомнили, что надо на Дальнем Востоке строить больше. Раньше больше 3 миллиардов киловатт-часов поступало в Китай, теперь не можем. Мы молодцы, но объединенная энергосистема Сибири и Урала возможности поставлять в Казахстан имеют. Порядка 2 до 3 миллиардов киловатт-часов Казахстан закупает, но у нас система синхронизированная, и вот такая общая работа диспетчерских управлений позволяет перетоки осуществлять не там, раз в сутки или еще как-то, а вот по мере необходимости. Но для этого надо точно понимать, что у кого в системе происходит. Здесь и программное обеспечение надо будет унифицировать, достаточно большая работа, но переговоры шли достаточно долго. Узбекистан всегда весьма и весьма прагматичен, то есть здесь сейчас общий язык нашли. Ну, вот, атомная станция малой мощности, может быть, стимулировала в том же направлении. Она географически расположена так, чтобы вот таких проблем, которые возникали пару лет назад, серьезная была проблема, аварийная ситуация на тепловой электростанции в Узбекистане и блокаут в течение нескольких часов в Казахстане. Нехватка линий электропередач и потери в этих линиях электропередач. Сейчас как бы дополнительный источник питания, и линия будет работать более успешно. Так что событие знаковое. С учетом того, что Таджикистан вернулся, я надеюсь, что всем это будет полезно, тем более, что не только атомными электростанциями мы там занимаемся. Сейчас в сентябре должно стартовать строительство первой угольной электростанции в Кокшетау. Строить будет подразделение Интеррао. Я так понимаю, что обошлось даже без межгосударственного кредита.
всего в контракте 3 угольных электростанции общей мощностью почти гигаватт. Не модный, не современный, не экологичный уголь. Я почему-то уверен, что НТРАО будет строить на основании тех научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, которые были проведены в рамках технологической платформы с очень сложным названием. Я ее для себя называю «Чистый уголь». Там эффективная уголь, тепловая генерация, ну, и так далее. Идеология там до предела простая. Угольная электростанция на нагрузку на внешнюю среду должна давать не больше, чем такой же мощности газовая электростанция. То есть это и современные нового поколения совершенно фильтры, которые улавливают до 99,99% твердых частиц, уходящих в трубу. Это и трубы немножко другие, значительно более высокие. Одна из проблем, если угольная пыль поднимается, вот, чтобы она не оседала, у нас уже есть трубы больше 300 метров высоты, так что один из способов – это новая система водообращения с тем, чтобы расход воды уменьшить. Это сверхвысокое давление, это кипящие слои в топке. Ну, вот все это вместе, вот такой комплект. Так что, я думаю, это будет только полезно. И если уж про уголь заговорили, то министр энергетики России, который был в составе делегации, Сергей Евгеньевич Савельев, сообщил, что началась проработка угольного проекта в Узбекистане, причем крайне необычного. Не только угольная электростанция, но еще и добыча угля. В Узбекистане крупных месторождений угля нет, но здесь идеология до предела простая. Вот здесь разрез, прямо на борту ставим электростанцию, чтобы все логистические расходы свести к нулю. С учетом того, как быстро растет спрос в Узбекистане, до 7% в год, я думаю, там любой вид генерации только на пользу пойдет. Понятно, что есть обязательства по достижению углеродной нейтральности. На всякий случай напомню, это не значит, что полный отказ от тепловой генерации, это значит, что в течение года вырабатывается такое количество углекислого газа всей промышленностью, всей энергетикой, транспортом, сколько способна повозить природа. Леса, реки, болота, где есть. Для Узбекистана, с учетом того, что много пустынных местностей, это сложно, ну, с одной стороны. С другой стороны, там сейчас идут процессы, которые, в России, наверное, вряд ли возможны. Социальная солнцификация, вот нам точно такое не снилось. То есть государство субсидирует строительство, конструирование солнечных панелей на крышах домов, вот там, во дворах, у кого возможность есть. То есть вот такой способ. Но при этом, на мой взгляд, это не декарбонизация по-европейски, когда мы впереди планеты всей бежим закрывать угольные электростанции, исключительно для того, чтобы потом их открывать. Не занимаются еще какими-то глупостями. Аккуратно, сами для собственной страны разработали собственный сценарий перехода вот к углеродной нейтральности, свой комплект генерирующих мощностей, гидроэлектростанции, солнечные электростанции, атомные, угольные, газовые, вот свой комплект с тем, чтобы не навредить собственной экономике, не уронить уровень жизни. Ну, мне кажется, что хорошо, что Европа по этому пути пошла, потому что теперь все очень наглядно понимают, как делать нельзя. Это тоже ценный опыт, на самом деле. Лучше, как говорится, учиться на чужих ошибках, конечно, и чужом опыте. Конечно. Можно смотреть на то, что у них происходит с тарифами на электроэнергию, с тарифами на передачу электроэнергии, точно знать, что вот так поступать нельзя. Так что молодцы. Ученые обычно опыты сначала на мышках, а Европа сама на себе. Ну, тут дело вкуса. Мы же, как люди демократичные, не можем возражать. Они свой выбор сделали. Вот. Ну и я бы все-таки хотел еще пару слов по поводу проекта атомной станции малой мощности. Здесь дело не только в том, что это впервые. Вот достаточно наглядный пример того, как проходило строительство атомной электростанции в Беларуси. Общестроительные работы вели белорусские компании. И Сергей Кириенко, который тогда возглавлял Росатом, на строительную площадку
по слухам, привез более 15 иностранных делегаций, специально, чтобы показать, строить можно вот так. Образцово-показательное, надо отдать должное белорусам. Результат. Белорусские компании участвуют в строительстве атомной электростанции в Бангладеш, атомной электростанции в Египте и в ближайшее время выйдут на площадку в Венгрии. То есть вот уровень строительных работ становится немножко другим. Специалисты, которые могут получать вот такие заказы, идет только на пользу. А здесь случай уникальный, да. В России, конечно, уже вовсю идет строительство в Устьянском районе Якутии атомной станции малой мощности, но там один блок. И это дома. И добиться получения аналогичных заказов, на планете не очень много мест, где вот зимой температура минус 60, и атомная электростанция нужна, потому что люди живут, люди работают, хотят жить хорошо. То есть все остальные заказы будут немного южнее. Мне так кажется. Вот, кто бы что бы ни говорил, может, конечно, Канада заказать там где-нибудь, или на Аляске там попросить что-нибудь построить, но это вряд ли. Соответственно, тот опыт, который будет приобретаться в Жизакской области, он полезен еще и это будут уникальные специалисты. Атомные станции сразу из 6 блоков никто никогда нигде не строил. Опыт будет нарабатываться там, и, на мой взгляд, достаточно позитивным будет использовать тот же опыт, что в Беларуси. То есть те специалисты, которые будут участвовать в строительстве, в монтаже, могут совершенно спокойно двигаться дальше, тем более, что Росатом не останавливается, и достаточно велики шансы того, что заказы именно на атомные станции малой мощности будут появляться хотя бы по соседству в Кыргызстане. Там, начиная с осени 2022 года, работает рабочая группа, создана Росатомом и Министерством энергетики Киргизии, с тем, чтобы определить место для строительства, вероятнее всего, 3 атомных электростанций по 2 блока. Тоже атомные станции малой мощности. Ближайший вариант. Идут переговоры в Мьянме, идут переговоры с Индонезией, то есть не исключено, что этот опыт будет востребован, и узбекские специалисты, если начнут работать в Росатоме, узнают, что такое настоящий туризм. Вот выехал, там, лет 5 поработал, переехал в следующую страну. Очень удобно, очень полезно. Ну и кроме того, напомню, что пока единственный зарубежный филиал Московского инженерно-физического института работает в Ташкенте, 2 выпуска бакалавров уже было. Соответственно, сейчас начинается строительство, и те ребята, которые получили образование, могут изначально присутствовать, не только работать на атомной электростанции, но посмотреть, как ее строят, убедиться, что где расположено, вот, знать про нее досконально все. Тоже полезно. Так что в направлении в энергетическом сотрудничестве России и Узбекистана вот теперь уже сразу 3 в электроэнергетике, в атомной энергетике. И есть надежда, что и угольный проект тоже состоится. И что касается Интеррао, у нас на глазах вырос совершенно новое направление. Напомню, в чем отличие Росатома и наших угольных компаний. У нас угольные компании добывают уголь, продают его миллионами тонн. Больше они ничего не делают. Росатом, если внимательно присмотреться, тоже на самом деле продает ядерное топливо и какой-то комплект железяк, который позволяет его использовать. Результат тоже известен. Если наши угольные компании вынуждены следить за тем, что происходит с мировыми ценами на торгах на всевозможных биржах, то зарабатывать деньги, то как в этом году хорошо бы 0 поймать. А у Росатома продолжительность топливных контрактов, вот, строится атомная электростанция ЛДБА в Египте. Топливный контракт 60 лет, потому что 60 лет работает этот реактор. Ни о чем думать не надо, у тебя точно есть рынок сбыта, тебя, в общем-то, не особо интересует, что там происходит на мировых биржах, ты стабилен, ты можешь прогнозировать свою работу. Турция, ну, понятно, наша атомная электростанция, что хотим, то и делаем, тоже 60 лет. 60 лет топливные контракты в Индии, 60 лет топливные контракты в Иране и так далее, и так далее. И я так понимаю, что в Интеррао, оценив происходящее, пришли к выводу, что это правильное направление. И для того, чтобы снизить капитальные расходы, Интеррао двигается тоже вполне последовательно. У них первый опыт строительства
именно угольная электростанция с нуля, вот, новую, свежую, хорошую, это Калининградская область. Там, если помните, решение было принято сразу после крымских событий, когда начались первые рестрикции в отношении России. Вот наш самый западный форпост на единственную на тот момент газовую электростанцию газ получал транзитом через Литву. И, соответственно, поскольку страховаться надо от всего, возник вопрос, а что будет, если не продлит Литва договор транзита? Он заканчивался в 2015 году. Тогда просквозило. Вот действительно повезло. Повезло в том плане, что в Литве энергетикой, газовой энергетикой, электроэнергетикой занимались действительно профессионалы. То есть, если так немножечко припомнить, то в 2015 году достаточно серьезный был всплеск антироссийской истерики. Все кричали про необходимость санкций, новых санкций, еще чего-то. И в этот момент Литгрид, компания, занимающаяся транзитом газа, обнаружила, что заканчивается срок договора. Но в условиях договора было условие, что если стороны не возражают, то контракт продлевается на 10 лет. И они очень вовремя связались с городом Москвой и сообщили, мы не возражаем. А когда спохватились политики, договор уже был подписан. Все. Тем не менее, это не было сказано вслух, что мы готовимся к каким-то проблемам. Было заявлено, что мы готовимся к проведению чемпионата мира по футболу. А если в Калининграде во время игры на стадионе потухнет свет, это очень, очень страшно. Поэтому построили 3 газовых электростанции, 1 угольную. Вот. Исключительно в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Интеррао получила не только первый опыт. По окончании строительства Интеррао является владельцем и оператором всех новых 4 электростанций, 3 газовых, угольная считается резервной, выкупила все инжиниринговые компании, которые работали на генподряде. То есть убедились, что работают качественно. Это так называемые EPC-контракты. То есть это не только проектирование, это контроль за проведением всех работ, подготовка всего оборудования, сбор вот со всех машиностроительных заводов. И тогда же, вот вроде бы еще не очень модно было заниматься импортозамещением, Интеррао почему-то решил, что надо заниматься этим сразу. Все основное оборудование российское, турбины, Уральский турбинный завод, котлы, Подольский машиностроительный завод, генераторы, Новосибирский ЛСИП. На день сегодняшний компания Интеррао является собственником Уральского турбинного завода и завода ЛСИП. Подольский машиностроительный пока никто не выкупает. Видимо, там обо всем договорились, потому что в Подольске котлы, по-моему, вот как начали их делать еще для паровозов, так и не останавливаются. Чем Подольск хорош, он готов делать любые котлы, угольные, газовые, урановые. Все равно что-то должно гореть, значит, котел будет. То есть в Казахстан Интеррао пришло уже вот с таким комплектом. У них есть кому спроектировать, у них есть кому отследить, как будут идти все работы, как будет идти монтаж, заводскую приемку осуществить, заводы уже свои. Наличие своего машиностроительного подразделения, это, в принципе, уже так, разумеется, снижает себестоимость. Ровно то же самое, что происходит в Росатоме. В Росатоме тоже есть машиностроительный дивизион, и все основное оборудование Росатом производит на собственных предприятиях. Это удобно. Это такой обычный метод. Друг другу мы передаем практически по себестоимости, получаем конечную прибыль, распределяем прибыль в обратном направлении. Но на момент строительства не нужны такие финансовые ресурсы, чтобы с какой-то добавкой покупать все оборудование. Можно по себестоимости все это выкупить, потом рассчитаться. Так что вот такое у нас компания образовалась. С одной стороны, это хорошо, тем более, что не только за рубежом Интеррао работает, хотя, казалось бы, Интеррао у нас государственный монополист по экспорту электроэнергии за рубеж. Но вот, теперь подразделение, генерирующее электроэнергию, становится все больше и больше. Только что в самом конце августа прошел конкурсный отбор мощности на строительство новых электростанций, новых блоков электростанций на юге Сибири. 4 объекта, все угольные. 2 из них взял на себя, выиграв конкурсный отбор,
компания «Интерреал». Так что отнюдь не атомом единым. Ну, на мой взгляд, вот энергетическая составляющая визита нашего официальной делегации во главе с премьер-министром России в город Ташкент приблизительно такая. Там много других событий, но это не ко мне. Там